У меня к вам серьезный вопрос. Когда вы в последний раз покупали вещи не потому, что увидели у кого-то в интернете, а из реальной необходимости? И знаете, это вечное ощущение фома. Кажется, что если прямо сейчас ты это не купишь, ты обязательно себя лишишь чего-то очень важного и нужного. В какой-то момент я поняла, что я устала так жить. Сделав такую небольшую ревизию, я выделила несколько вещей, на которые не хочу больше тратить деньги. Первое — это контейнеры для хранения косметики. Мне раньше в ТикТоке очень много попадалось видео, где девочки открывают свои косметические ящички и складывают по категориям в разные контейнеры все свои продукты, которые у них есть. Конечно, такие видео очень сильно расслабляют, но когда я представляю, что у меня в каких-то ящиках стоит так много контейнеров, в которые мне нужно что-то раскладывать, пожалуйста, увольте. У меня есть одна косметичка, в которой я храню абсолютно все свои косметические продукты. Видела комментарии из разряда, что это нужно для того, чтобы спонжики не пачкали все остальные продукты, но я просто беру и мою спонжики. Это еще к разговору о том, как организовывать свое пространство. Когда у тебя действительно столько вещей, сколько тебе необходимо, и это не какое-то запредельное количество, вряд ли вам необходимы 5 блесков для губ. Давайте будем честны. Но вот когда у тебя парочка блесков для губ, они не нуждаются в том, чтобы их организовывать каким-то определенным образом и куда-то их складывать специально. Следующее — это бытовые средства, которые выполняют одну и ту же функцию. Сейчас я перешла на многофункциональные средства. Например, у меня есть один единственный спрей, который подходит под все поверхности, которые существуют. В том числе он подходит для зеркал и для мытья окон. Нет вот этих вот мук выбора, знаете, когда вы открываете шкафчик и не понимаете, что сейчас взять, для чего, что нужно. Чаще всего нам реально необходимо 1-2 средства для уборки абсолютно всей квартиры. Много разных гаджетов для волос. Что я имею в виду? Например, вот эти вот луни, которые кудри делают, как их называют? Плойки луни. Я не понимаю, зачем нужна плойка луни, если сейчас очень много разных стайлеров, в которых очень много разных насадок. Тот же самый Dyson, да, это классика жанра, мне кажется, да, он не у всех, не каждый человек может себе позволить Dyson, но сейчас делают очень много разных аналогов с точно такими же насадками. И вот когда у тебя есть один хороший стайлер, ты используешь для всех своих потребностей один и тот же стайлер. Завить волосы, пожалуйста, есть насадки. Выпрямить, пожалуйста, есть насадки. Если нужны какие-то специфические локоны, там еще что-то, у меня есть расческа браш. Я делаю все на браш. Тут еще хочется сказать, что очень важно отталкиваться от ваших собственных потребностей. Например, у меня нет потребности в каких-то дичайших локонах или укладках, которые будут, знаете, прям держаться очень мощно. Мои потребности — это чистые волосы без посеченных кончиков, а каким образом я буду там их укладывать, давать им какое-то направление, уже не имеет какого-то большого значения. Следующий пункт — это лосьон для волос на пробу, скажем так. Это те лосьоны, которые ты покупаешь для того, чтобы попробовать, как они вот будут на тебе работать. У меня андрогенная аллопеция, и у меня, как у человека с этим диагнозом, есть определенные лосьоны, которые 100% будут работать на моих волосах, лекарственные препараты. Я бы даже сказала не лосьоны, а именно компоненты в составе этих лосьонов. И все, что выходит за пределы этих компонентов, оно не совсем имеет смысл. Оно вообще не имеет смысла, оно просто тратит наши деньги. 5-й пункт — виральные продукты для лица. Что я отношу сюда? Например, какие-нибудь ПДРН-кремы, ПДРН-маски. Это то, что не доказано. Оно не делает абсолютно ничего. Плюс ко всему, чаще всего это корейская косметика, которая просто из каждого утюга. Я не любитель корейской косметики, у меня нет с ней никакой дружбы, она вызывает мне прыщи, которые я только что недавно вылечила наконец-таки. И об этом я, кстати, запишу скоро историю свою большую. Так что обязательно подписывайтесь, будете в курсе всех новостей. Так вот, все эти виральные масочки, все эти виральные новейшие средства, они просто мне не интересны. У меня есть, опять же, моя доказательная любимая база. Я выбираю их из раза в раз. Я могу одно и то же средство использовать годами просто. Поэтому в плане ухода за кожей у меня практически ничего нового и вирального нет. Вернее, не практически, а вообще нет. 6-й пункт — это еда вне дома и доставки. Я не могу сказать, что я полностью отказалась от этого, но мы за последние несколько месяцев очень существенно снизили траты на этот пункт.
Просто, опять же, в какой-то момент, посчитав, сколько денег уходит на доставки и на еду вне дома, мы офигели и решили, что мы питаемся исключительно дома теперь. Конечно, у нас есть какие-то вылазки, конечно же, мы иногда заказываем макшнакнекс или какую-нибудь такую еду. Тем не менее, 90-95% времени мы питаемся домашней едой. Я готовлю, у меня на это есть время, желание, силы, и часто бывает так, что в доставках нет каких-то четких технических карт. Мы живем в Сербии, это не Россия, например, да, как вот в России могут быть эти технические карты, я знаю. Здесь такого нет. И ты понятия не имеешь, например, сколько масла добавляется куда-то. Дома ты можешь это все контролировать. И количество соли, и количество сахара, если это вдруг что-то сладенькое. Поэтому для меня в том, что мы отказываемся от доставок и от готовой еды, одни плюсы. К тому же я человек худеющий на данный момент, и за прошлый год я похудела на 17 килограмм, благодаря тому, что я перешла на домашнее питание, можно так сказать. 7-й пункт — синтетические вещи. Для меня синтетика — это просто какой-то кошмар. Я человек, который не может носить синтетику ни в плане ощущений каких-то своих, ни в плане даже запахов. Когда я надеваю синтетику, я начинаю себе дико вонять. Я не знаю, что со мной, может быть, у меня как-то обострен слишком нюх. Я могу приветствовать на себе только хлопковые вещи, и синтетические вещи могут быть исключительно спортивные. Все остальное, от носков до моих каких-то головных уборов, оно все из натуральных тканей. Помимо того, что вещи из натуральных тканей очень приятно носить, они еще и служат гораздо дольше, и после стирки не выглядят как не знаю что. 8-й пункт — много разных парфюмов и нишевая парфюмерия. Я очень люблю разные ароматы, мне очень нравится пахнуть по-разному, но у меня есть один единственный аромат, одни единственные духи, которые я использую и в пир, и в мир, и вообще в любых ситуациях и случаях я использую один единственный парфюм. Он мне не надоедает, он всегда чувствуется еле уловимым, он очень близко к телу. Нишевая парфюмерия для меня — это вообще какой-то смех. Каждый раз, когда я на себя наношу какие-то духи за 60 тысяч, через 15 минут я ничего не чувствую. Просто ничего. А то, что мне не нравится, как оно пахнет, оно может, конечно же, на мне держаться часами. Следующие вещи, от которых я отказалась, это различные заколки и резинки для волос. У меня есть вот такой вот крабик, посмотрите, какой он прекрасный. Он просто произведение искусства, восхитительный. Он полностью отражает мое отношение к жизни. Он розовый и с сердечками. Если бы я была крабиком, то вот этим вот. Он дико удобный, он очень классно смотрится на волосах и хорошо держит мои волосы. Мне реально, кроме этой вещи, больше ничего не нужно. Резинки в целом для меня какой-то бессмысленный предмет. Конечно, я иногда их использую, для этого у меня как раз-таки есть парочка резинок. Но в общем и целом я всегда хожу с распущенными волосами, если мне их как-то надо подсобрать. Чаще всего я использую крабик, поэтому нет потребности в других вещах, когда этот крабик сломается, а он уже ломался, я его починила. Я куплю снова этот же самый. Что вам известно о моногамии вообще? 10-й пункт — копии косметических продуктов. Например, у вас есть какая-то любимая помада в каком-то любимом оттенке, и вы покупаете себе вторую, третью помаду на пол оттенка выше или ниже. Вот это я перестала делать, хотя я, честно говоря, обожаю продукты для губ. У меня точно больше, чем мне, наверное, нужно было бы карандашей и различных блесков, потому что это то, чем я крашу свое лицо каждый день. Я могу не накрасить ни глаза, ни брови, ничего. Я могу даже тональник не нанести, но я нанесу обязательно себе что-то на губы, потому что мне это нравится просто. Но вот этого важного пункта я все-таки придерживаюсь. Я не покупаю копии продуктов. Если у меня есть в каком-нибудь бежевом оттенке помада, следующая моя помада будет в кардинально другом оттенке. Но вообще, знаете, я к чему недавно пришла? У меня есть румяна от Rare Beauty, и я очень давно на них смотрела, мне так хотелось вот конкретно эти румяна, но я покупала Essence, Revolution, еще какие-то. И у меня вот много-много разных румян дешманских было. Вы думаете, я ими пользовалась? Нет, потому что мне хотелось конкретно Rare Beauty. И когда я пошла, купила себе все-таки эти румянчики, у меня просто перестало чесаться, вы понимаете? Вот я просто больше не хочу ничего. Я даже не вижу, что я покупаю себе, например, такие же Rare Beauty, но в каком-то другом оттенке. Нет, у меня есть уже румяна, которые просто обалдеть как мне подходят. Когда у тебя есть одно качественное, классное, и ты этим пользуешься в удовольствие,
тебе больше ничего не нужно. Едем дальше. 11 пункт – бумажные книги. Ребята, я перестала покупать бумажные книги, потому что я их просто-напросто не читаю. У меня были уже 6-летней давности некоторые книги, которые я до сих пор не прочитала. Зачем я их покупаю? Я не знаю зачем. Причем у меня тоже это, как знаете, из ощущения фома. То есть, что мне это надо, все же сейчас вокруг читают эти книги, мне тоже это надо, я хочу тоже прочитать, может быть, я для себя что-то пойму, что-то узнаю новенькое. По факту они лежат, потому что это вообще не мой приоритет. Если мне реально что-то нужно, вот прям очень я хочу что-то прочитать, поверьте мне, вот на этом телефончике с вот этим маленьким экранчиком я открываю и спокойно себе читаю то, что мне действительно интересно, и то, что действительно нужно конкретно мне. Во всем остальном случае нет, мне это не нужно. И 12 пункт – это бюстгальтеры. У меня вообще с ними очень интересная история. Я бюстгальтеры носила еще будучи в школе, но потом как-то я очень резко слезла на вот эти топики, знаете, такие спортивные типа. Потому что мне вечно все жмет. Я могу покупать идеально свой размер, но оно мне так сжимает все, что я даже дышать не могу. Мое тело уже настолько привыкло быть в свободе, что оно не воспринимает ничего, что хоть как-то где-то что-то сдавливает, даже если это чуть-чуть. Сейчас, конечно, безусловно, очень много красивых и наверняка есть удобные бюстгальтеры, но я останавливаю свой выбор либо на полном их отсутствии, либо, опять же, покупаю что-то, что будет меня прикрывать, но будет это делать без вреда для моей лимфатической системы, для моего в целом тела, не будет нигде меня сдавливать. Опять же, все зависит от того, какую одежду, например, вы носите. Мне не нужны специальные бюстгальтеры, которые будут мне что-то закрывать, или одежда, которая, знаете, требует бюстгальтера. У меня такой просто-напросто нет. Господи, как хорошо. Хорошо, что у меня нет такой одежды. Вот, в общем-то, весь мой список. Конечно, у меня есть еще вещи, которые я перестала покупать. О них я расскажу как-нибудь в следующий раз. Уверена, если вы смотрите это видео, у вас тоже уже есть список каких-то антипокупок. Обязательно делитесь этим списком в комментариях, потому что мне всегда интересно почитать, всегда интересно, от чего люди отказываются в пользу своего кошелька и, возможно, какого-то морального спокойствия. Всем большое спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.